Всем привет! В этом видео мы поговорим о треугольнике теннисном. Не том треугольнике, который используется как игровое упражнение, а об треугольнике взаимоотношений, а именно игрок, родители, тренер. Я считаю, что вся эта система с точки зрения взаимоотношений работает именно так. Иногда эта фигура может превратиться в квадрат, но об этом я расскажу в конце видео. Но в целом искусство вот этих вот равнобедренных сторон, я считаю, каждый занимает свою сторону. Родитель, игрок, тренер — это искусство. И нахождение баланса внутри этого треугольника — это тоже отдельное искусство, которое дано совершенно немногим людям. Попробую рассказать об этом треугольнике по порядку. В этом видео я хочу рассказать об объеме времени, который проводят каждые участники этого треугольника с игроками, с родителями, тренер с родителями, о качестве этого времени с точки зрения, вот, допустим, объем может быть больше, но качество времени может быть не такое большое, как когда два человека проводят время и когда обоим интересно находиться вместе. О ролях, которые выполняют каждый в отдельности из участников этого треугольника. О функциях, да, которые выполняются, и о системе взаимоотношений между ними. Какие роли выполняет тренер? Тренер — это учитель. То есть, да, понятно, что он обучает игрока навыкам, техническим, тактическим, все зависит от уровня игрока. Это наставник, это человек, который, грубо говоря, ведет этого игрока, человек, которому должно быть неимоверное доверие с точки зрения игрока, уважение, и игрок должен в тренере прям видеть, что вот надо делать именно вот так, что тренер должен быть примером для игрока. Также тренер выполняет роль психолога, да, он помогает игроку где-то преодолевать его страхи, где-то поддерживать его в трудные моменты, психологически помогать ему преодолевать какие-то такие там мандражи, проигрыши, где-то учить там не опускать руки, не сдаваться, где-то, наверное, доносить такие как истины, что сила человека не в том, как высоко он летит, а насколько больше раз он сможет подняться, когда падает. Также из функций, которые, наверное, выполняет тренер, это организатор. Да? Он не организовывает это своими деньгами, но он является организатором процессов, которые оплачиваемы родителями игрока. И также менеджер. Я считаю, что те же там какие-то контракты, да, которые получает игрок с точки зрения там, каких-то фирм, это если это в этом участвовал тренер, зачастую в этом тренера участвуют, у которых есть там какие-то связи и помогают своим игрокам получать контракты от тех или иных фирм. Эти тоже менеджерские организационные способности в тренере должны присутствовать. Вот такие роли для меня выполняет тренер. Какую функцию выполняет родитель? Родитель — это спонсор, да? Родитель — это, наверное, в большинстве ситуаций и водитель, который просто доставляет этого ребенка до места тренировок, забирает его, забирает со школы, организовывает какие-то другие процессы, возит его на дополнительные занятия там, по урокам тех же языков, физподготовки. То есть это огромная работа. И как когда-то сказала мама одного ребенка, она сказала, что очень часто, когда дети поднимаются на пьедестал и на них одевают медаль, где-то за спиной стоит такой же невидимый пьедестал для родителей, только на них никто не одевает медаль. И я полностью с ней согласен, что у детей, которые становятся большими чемпионами, у них действительно такие же родители, которые могли бы взойти на такой же олимпийский пьедестал. Я думаю, что всем родителям, которые занимаются профспортом, знакомо, о чем я говорю, и им знакомо, сколько времени посвящается своим детям, на какие жертвы ради этого идут. Очень многие родители, надеюсь, что какие-то дети могут это оценить по достоинству. Я знаю, что оценивают это немногие по достоинству, но это огромная работа. Может быть, когда-то я запишу даже большое видео «Невидимый пьедестал для родителей чемпионов». Есть такая идея. Также
Участие в организационных процессах, которые организованы тренером, да, это выездная няня, то есть такую функцию выполняет родитель. Выездной тренер, там, это, если родитель там больше вникает где-то, он выполняет такую функцию, когда ездит с ребенком, да, это на турниры. Тоже выполняется частично функция психолога, потому что если игрок путешествует без тренера, то во многом как бы приходится разделять вот эти вот переживания родителям. И опять же помогать детям преодолевать те же там страхи какие-то, там неудачи и помогать им идти дальше. Функции игрока, особенно если это игрок начинающего возраста, да, небольшого, они довольно просты. Это просто исполнитель процессов, спонсируемых родителем и организованных, назначенных тренером. То есть в самом начале процесса я не вижу никаких других функций у игрока, кроме просто исполнительности. То есть игрок в этом плане очень прост. Да, его функция такая, что, грубо говоря, тренер выбрал перечень турниров, которые надо играть, родитель проспонсировал эти турниры, да, и кто-то сопроводил. Если родитель проспонсировал настолько, что может ехать тренер, то тренер сопроводил. Если нет договоренности с тренером по финансовым каким-то моментам или просто по другим обстоятельствам, то тогда родитель выполняет функцию выездного тренера. Игрок, опять же, просто исполнитель, особенно начинающий. Взаимоотношения игрока и тренера. Что должно присутствовать, с моей точки зрения, в этих взаимоотношениях? Бесконечное доверие, просто понимание, что слова тренера — это последняя инстанция. И понимание главной поговорки, которую я считаю основой любого профспорта, да, это «благими намерениями устелена дорога в ад». Это такая поговорка, наверное, она может трактоваться по-разному, но самая суть этой поговорки — это глубочайшее понимание, что не всегда добро выглядит как добро, и не всегда зло выглядит как зло, да? Что если где-то тренер заставляет человека преодолевать какой-то предел и делать что-то, что он не может делать, перешагивать через эти внутренние пределы, барьеры, что вот он не мог там бежать, и где-то его спонукали или заставляли так делать, и где-то, превозмогая этот предел, было прям больно, хотелось плакать, бросить, понимать, что в итоге это делается гораздо больше добра, чем поощрялась какая-то ленность или поддерживалось бы какое-то бездействие. Вот это я считаю основными такими вот функциями в взаимоотношениях тренера и игрока, и у игрока должно быть понимание, что даже если это выглядит как зло, если тренер, конечно, вменяемый, то в итоге все равно как бы это больше добра делается, чем зла в этой ситуации. Отношение родителей к игроку, поддержка игрока, я сказал бы, наверное, для полноценной работы этого треугольника, поддерживание действий тренера, где-то помощь в донесении истины игроку, что именно то, что делает тренер, это то, что поможет этому игроку стать кем-то другим, выделяющихся от тех людей, которые делают по-другому или которые думают, что есть какой-то более легкий путь без преодоления, превозмогания себя. Психологическая поддержка, да, вот в эти тоже моменты, где, наверное, могут какие-то у игрока возникать поползновения в сторону, что, может, там тренер перегибает палку, и очень важно родителям не принимать сторону игрока, если есть доверие к тренеру, и поддерживать именно позицию тренера. Плюс такая функция, наверное, как где-то ближе к исповеди, да, то, что все-таки ближе родители во многих ситуациях, чем тренер, и где-то можно сказать родителям то, что нельзя сказать тренеру. И, например, касательно даже девочек, да, то, что я скажу, ну, практически нету девочки, которая может сказать, когда у нее идут месячные, а у многих девочек это очень болезненный период, и они не могут играть, и в основном эта вся информация тренерам попадает через родителей. И само формирование календаря тренерского, оно идет с учетом максимального избегания вот этих первых критических дней. За мой опыт работы
длиною в 17 лет у меня не было девочки, которая конкретно могла подойти и сказать мне в лицо, что у нее начинается месячные, там, так-то, так-то, идут так-то, так-то, это настолько болезненно. Но благодаря родителям, которые, да, грубо вот коммуницировали с детьми и понимали, что эта информация в этом треугольнике работает не напрямую, а именно поступает тренеру через родителей, я получал определенную информацию и даже познакомился с первыми такими серьезными препаратами от судорог, да, именно с точки зрения того, что были девочки, у которых просто настолько схватывал живот, что просто были судороги, спазмы живота, и немножко уже углублялся в такую антиспазмовую фармакологию. Объем времени вместе. Сколько проводят люди времени вместе? Здесь надо очень внимательно на это смотреть и не строить никаких иллюзий. Если у кого-то есть какие-то иллюзии, то вы можете посмотреть видео, которое мы снимали, 1 на миллион, по-моему, шанс, где какой-то депутат провел исследование, что в среднем родители видят своих детей 37 минут в день. И вот здесь игрок видит тренера 4,5-5 часов в день, если это профессиональный тренер. И качество этого времени неимоверное, потому что у них есть общая цель, они единомышленники. Если это, естественно, профспорт, я не говорю о другом. Но иногда этого времени может не хватать, опять же, если есть вмешательство извне от родителей. Но об этом я расскажу чуть позже. Я просто хочу сказать, что вот это вот время, которое 4,5-5 часов проводит игрок с тренером, это действительно время очень высокого качества. И за это время тренер может фундаментально строить игрока, ну прям как воспитывать его взгляды на жизнь, его восприятие определенных вещей, его понимание жизни, его, не знаю, какие-то вещи за пределами корта, реагирование на определенные вещи очень во многом могут быть сформированы тренером. Потому что такой объем времени, если это профспорт, это неимоверно много. Родители и дети. Сколько времени проводят родители и дети? Да, кто-то может сказать, да, с тренером всего 4 часа, а остальное время с родителями. Но здесь надо убрать какие-то розовые очки, и если это не родители, всего достигшие в жизни, и какая-то семья, где нет просто идеальных отношений, где ребенку может быть не просто 4-5 часов с родителями, а где ему может быть интересно 4-5 часов с родителями, и он может именно общаться и делиться. Не просто находиться с ними молча, потому что, грубо говоря, они разделяют одну жилплощадь, но им даже нечем обменяться там 2 словами, как дела, нормально, и пошел дальше. Это родители должны всецело жить этим ребенком, да, и у них действительно должна быть связь. И если это родители, которые могут позволить себе не работать и находиться с детьми 4-5 часов, там, присутствовать там, на тренировках, не знаю, возить этого ребенка, забирать его с тренировки, разговаривать в дороге, когда он едет от тренировки в тренажерный зал или там, на дополнительную тренировку по легкой атлетике, и глубоко интересоваться времяпрепровождением ребенка, жизнью ребенка, то, наверное, в такой ситуации где-то может быть или равновесие, баланс по времени, проведенным с тренером, или даже перевес в сторону родителей. Но опять же, повторюсь, это редчайший случай, если время, которое я назвал 4-5 часов проводит профессиональный тренер на корте с ребенком, перевесит в сторону родителей, и родители будут проводить больше времени. И качество этого времени — это только в идеальных отношениях в семье, вот именно во взаимодействии родителя и ребенка, который занимается профспортом. Если там есть такое безграничное доверие, то качество этого времени может быть выше. И опять же, если родитель может себе позволить столько времени проводить с ребенком, не работать сутками. Общение родителей и тренера. Зачастую это очень мало. Даже если профессионально, наверное, люди занимаются, я думаю, что у меня не было родителей, с которыми я общался больше 10-15 минут в день. Даже если это были какие-то турниры, да, где какие-то там вопросы, какие-то короткие консультации по телефону были. Это не было длительным общением практически никогда. Я считаю, что это огромная редкость вообще, вменяемые родители теннисные. Честно, пальцев одной руки много, чтобы сказать, что за все время, которое я работал, было
больше, чем вот столько вменяемых родителей, с которыми можно было бы поговорить. Многие казались вменяемыми, но, опять же, это просто были какие-то там вещи, в которые мы смотрели там на светофоры и обсуждали, какие у него цвета сверху вниз. Они говорили, да, красный, желтый, зеленый. Но если мы касались каких-то вещей, там, связанных с профспортом, да, и их понимания того, как это должно быть с точки зрения развития ребенка, то тут, конечно, было очень далеко. Все хотели чего-то, но очень немногие были готовы что-то делать. Я считаю, что это общение очень мало с точки зрения времени. Основной принцип родителя и взаимоотношения тренера и родителя, я считаю, это принцип невмешательства. Это уважающийся тренер должен всегда очень четко разделять эту грань, где родитель, грубо говоря, там допускается на тренировки, да, он может смотреть, но это даже не обсуждается, если там начинается там кто-то говорить, а что мы делаем, там, или это просто свободен и до свидания. То есть основной принцип во всем этом общении родителя и тренера, это должна быть, опять же, поддержка игрока и принцип невмешательства в работу тренера. Обсуждение каких-то процессов, да, допустим, как вы считаете, на какие турниры лучше поехать, или вот такая вот ситуация с ним случилась, да, вот мы с ним обсуждали, он вам не сказал, а мне сказал потом. Вот в таком формате это взаимодействие помогало бы и должно помогать, если это хорошо работающий треугольник, как система баланса, но не более. И я считаю, что это такая самая маленькая с точки зрения времени ниша, которая не заполнена. И, наверное, чем больше есть вот этого общения тренера и родителей игрока, тем лучше складываются отношения во всем треугольнике. То есть тренер-игрок много, да, игрок-родитель, я думаю, меньше, но тоже достаточно много в силу того, что они все-таки живут вместе. И если там, повторюсь, есть нормальные отношения, то это время достаточно. А вот тренер и родители — это всегда очень мало. Возникновение конфликтных ситуаций. Как это происходит? Самое, наверное, частое — это люди приходят за враньем. Очень мало людей воспринимают правду, очень мало людей ее любят. И родители, которым скажут, ваш сын идиот, или там абсолютно бесполезный в этой жизни, там, или вам точно не место здесь, в профспорте, навряд ли это будут принимать. И вот эта вот слепота родителей, да, не позволяющая им снять розовые очки на своих детей и сказать, да, он идиот, я знаю, я сам с ним живу и ничего не могу сделать. Она заставляет родителей зачастую принимать сторону ребенка, даже в ситуации, в которых он был неправ, не поддержание где-то методов тренера, да, если, опять же, тренер вменяемый, хотя, честно говоря, я не сторонник каких-то мягких методов, и я никогда не видел у них результата. Я считаю, что здесь не работают никакие книги про психологию, которые там говорят, что надо там не кричать, там, никого ничего не заставлять. Это все замечательно написано, но я всегда читаю эти книги, я говорю, покажите мне, как делается результат по-другому. Я не видел никогда результата по-другому, и для меня как бы похвала это считается, наверное, неимоверно чем-то редким таким. Я не щедр на похвалу. Как когда-то сказала Винер, да, это знаменитая тренер по гимнастике, я думаю, все ее знают, что какая-то там мама, девочка выиграла чемпионат Европы, и она там обняла ее в коридоре и сказала, ой, хорошо, молодец. И она шла по коридору и сказала, нет, молодец, это когда она стоит на пьедестале олимпийской чемпионкой. А пока так себе. Просто у каждого свои какие-то пределы, да, где должно быть хорошо. Опять же, я видел когда-то на определенном этапе, что такое действительно делать что-то хорошо. И поэтому мне тяжело, глядя на то, что я вижу в большинстве своем сегодня, говорить, что это хорошо. Но опять же, люди ищут, чтобы им сказали эту неправду, ложь. И находят таких людей очень много, я к этому вернусь. Почему в профспорте не может быть лжи? Потому что это близко. И люди, которые близки, давайте приведем какой-то пример. Вы объясняете что-то человеку, который идет на улице, и вы говорите ему там, ну что-то вы ему пытаетесь объяснить, даже вы видите, что он делает что-то плохо. Но он не выслушал вас и пошел дальше. Это посторонний человек. Вы не будете расшибаться в лепешку, чтобы он все-таки понял это, и чтобы ваша информация была
принято им как инструкция к действию, что он что-то изменит. Но приведите пример, вы объясняете это же своему ребенку. И вас не остановят, пока вы не донесете это до него, пока он не сделает то, что вы ему сказали. И поэтому вот эти вот объяснения, да, с близкими людьми, они болезненные, потому что мы воспринимаем эту информацию по-другому. Мы не можем просто сказать, чтобы сказать. Мы хотим сказать, чтобы это было услышано и сделано. И также в профспорте здесь не говорится, что ты должен согнуть ноги просто потому, что я это говорю там 50 людям в день просто так. Я хочу увидеть, чтобы эти ноги согнулись. Если они не сгибаются, я буду разбираться, почему они не сгибаются. Я не вижу в профспорте места лжи, и вот в эти вот ситуации, которые во многом могут быть конфликтными, и зачастую такие ситуации бывают, я считаю, что очень важно разбираться в самой ситуации и не принимать вот через слепоту сторону ребенка, не общаясь с тренером, и начинать войну с игроком против тренера. Касательно того, можно ли по-другому, можно ли добиться чего-то в профспорте, не превозмогая пределов, не перешагивая через себя, не бегая до тошноты, не падая в обморок до усталости, конечно, нет. Все хотят быть там, где Джокович, там, где Рыбакина, там, где Швентек, но никто не хочет работать, как работали эти ребята. Все хотят в 35 лет быть там сотен-долларовыми миллионерами, ездить по всему миру, иметь там социальные аккаунты с миллионами подписчиками, но никто не готов шагать этим путем, никто не готов ежедневно работать по 5, по 6, по 7 часов, находиться в каких-то издержках, сидеть на строгих диетах, отказываться от спиртного, режимить, растягиваться по 20 минут до тренировки после, проводить по 5, по 6 часов на корте, в тренажерных залах. На это никто не готов. Но все хотят увидеть себя там же, где они видят этих людей по телевизору. В этом основная проблема. То есть все хотят результат, да, но никто не готов работать. И я покажу хорошее видео, что, по сути дела, профспорт — это огромное количество повторений без вознаграждения. Когда ты просто делаешь что-то, что очень долго не приносит результата. И ты делаешь это изо дня в день, за неделю в неделю, за месяц в месяц. И оно не дает никакого результата. Но ты вырабатываешь в себе вот эту дисциплину повторений без награды. Сейчас, еще раз, надо понять, чтобы достичь любой цели в жизни, ты должен совершать какие-то действия, не получая никакой мгновенной награды. Результат так отсрочен от действий, что ты невольно должен найти радость и какой-то кайф от выполнения этих дисциплинированных действий. Потом ты будешь пробовать оступаться, у тебя будет не получаться. Это абсолютно спортивный путь. Вся наша жизнь — это такой же спорт. Все точно, это такие же тренировки и такие же соревнования и выступления. Награда приходит. Для каждого своя, естественно, у каждого свой предел. Но вот это, я считаю, самое главное вот отсутствие вот у родителей принятия вот того, что это неимоверная пахота, и без превозмогания себя, без побед над самим собой игрок не сможет развиваться, тем более в профспорте. В конфликтных ситуациях зачастую это происходит именно так, что родители принимают сторону ребенка, и это начинает работать как две стороны треугольника против одной, против тренера. При конфликтных ситуациях здесь только два пути во взаимоотношениях родителей и тренера. Первый — это вникание в процесс родителей, да. Где-то проведение времени с тренером больше 10-15 минут, наверное, может быть какая-то неформальная встреча за кортом, если это действительно серьезно занимается этим процессом. Где-то понимание тренера, да, что где-то можно вспылить и прилично вспылить, где-то лишнего сказать, но ни в коем случае не вслепую принимание стороны ребенка. Опять же, вникание в процесс с точки зрения понимания, что тренер не полный идиот, да, там не сумасшедший какой-то, который просто орет на человека, потому что ему хочется орать, а все-таки это делается как процесс. Я не знаю, как это объяснить людям, которые когда этого не делали и которые никогда не добивались результата. Но те, кто, наверное, это делали, они все знают, что решительный шаг вперед, по сути дела, это хороший пинок сзади. И опять же, поддерживание тренера с точки зрения его действий, объяснение ребенку, что без привычки впахивать ничего не будет. Второй путь — это, скорее всего, принятие стороны ребенка в конфликтной ситуации и война вдвоем против одного, игрок-родитель против тренера
В таком случае это очень быстро заканчивается, треугольник распадается, и в большинстве случаев, по моему опыту, он распадается к таким доедателям, своего рода шакалам. Я потом тоже о них скажу, что это за тренера, какие это тренера. И находится тренер помягче, который говорит: ой, там кричали, ай-яй-яй-яй-яй. А я вот, ух ты, молодец, ножки согнул, ух ты, зайка, пришел вовремя, ух, еще и оплатили, ох ты, хорошенький мой. Да, тренера такие получают готового игрока, но они его никогда не формировали. И с готовым игроком брать очень легко. А когда надо что-то поставить или развить, этих тренеров никогда нету. Но таких очень много, это своего рода шакалы, доедатели, которые все время готовы подогреть такого человека, который работал там усердно, на которого кричали, и потом приходят: нет, мы кричать не будем, ой, он зайка, он молодец, там, как один папа там работал, усердно работал, был ребенок у него, они что, 13 или 14 лет пришли на корты, взял какой-то объем времени сумасшедший, там, 3 или 4 часа в день, и говорит, он будет 100 мира. Ну, работали, там, он еще раз говорит, будет 100 мира. Потом взял там как-то там, разговаривал, как-то ляпнул, другой папа сидел рядом, говорит, он будет 100 мира. Говорит, да никогда в жизни он не будет 100 мира. Говорит, как это? Говорит, сейчас у тренера спрошу. Подходит к тренеру, говорит, он будет 100 мира? Он говорит, нет, не будет. Ну, развернулись, пошли. Закончили у того тренера тренироваться, который сказал, что не будет 100 мира. Пошли к другому, будто вас спросили, будет 100 мира? Он говорит, ну, может быть, ну, парень 100 мира не был. Я думаю, что даже в сотку Украины по своему ходу никогда бы не попал. Ну, кто-то готов так врать, наверное, чтобы получить работу. Но опять же, я же повторюсь, что правду любят очень немногие. И очень немногие готовы вот эту пелену с глаз снять, что это мой ребенок, а он не будет 100 мира. Всегда находятся такие люди, которые за денежку скажут, да, будет, уплати. По поводу, можно ли без жестких методов, расскажу одну историю. Был один парень у меня, которого там лелеяли, носили там на руках, и так перебарщивали с этой любовью. Я смотрел все время на это, я говорю, а что будет с ним? Вот это наш там принц, вот он там вот так вот, вот так вот. Я говорю, он как-то получал? Нет, ты что, пальцем ему никто никогда не трогал. Я говорю, что подзатыльника никогда не получал? Не, никогда. Ну, парню был на момент, наверное, вопроса лет 14, и он был жутко избалованный. И потом как-то раз мама проговорилась, что когда-то она учила с ним математику, и учила около года или 1,5 лет. И он должен был сдать какой-то там вступительный экзамен или в школу, какой-то в 1 класс. И она его готовила специально, даже преподавателя не нанимала, что у него было какое-то специальное образование у мамы, математическая, она довольно неплохо в этом разбиралась. Ну, по уровню, как она сказала, значительно больше, чем многие педагоги. И мама именно посвятила этому мальчику время, донося ему математику. И мальчик пришел, там, по-моему, там что-то было, там или плюсы, или таблица умножения на какое-то, и он там допустил такие ошибки, которые они делали, грубо говоря, с мамой полгода назад. Она сказала, и вот так этой книгой пиздячила прямо в коридоре при учителе. К чему эта история? Что родители просто недооценивают, когда ты говоришь 50 раз «согни ноги», а потом уже в какой-то момент опять эти ноги не согнуты, и ты срываешься, потому что ты объяснял это 50 раз, но это не было сделано, и твоя задача донести. То есть этого мальчика не трогали пальцем. Но когда мама вложила столько усилий, сколько вкладываем мы, как тренера, доносящие это, и потом самое элементарное было не выполнено, мальчик получил учебником по голове. Чем я хочу закончить это видео, это итог, да, это искусство этих взаимоотношений, этого треугольника. Он, естественно, существует, вот эта балансировка внутри этого треугольника с учитыванием интересов сторон, всех сторон, взаимодействия, взаимовыгодных интересов каждого в отдельности из участников этого треугольника. Это искусство взаимоотношений, которое дано немногим, да, и как многие люди говорят, вот мы с этим тренером не сработались. Ну, не сработались, потому что не владеете этим искусством. Владеют им единицы людей, здесь не работает, я даю деньги, и у меня их куча, там, у меня там талантливый ребенок, поэтому я не плачу и стань в очередь, чтобы его тренировать. Нет, здесь так это не работает. Здесь каждый человек личность, каждому человеку должно быть достойное уважение, если это, опять же,
достойный тренер, и он нашел себе не на помойке, то здесь должна быть не только достойная оплата, но еще и достойное отношение. И только баланс внутри этого треугольника даст результат на успешное взаимодействие сторон и, соответственно, на результат достижения цели. Закончить это видео мне хотелось бы поговоркой, которую очень любит Сергей Алексеевич, которой я полностью согласен. Он сказал, что человек, идущий в профспорт, должен выработать привычку, умение издеваться над самим собой. Без выработки этой привычки профспорт невозможен. Эту привычку может вырабатывать ребенок самостоятельно, но в большинстве случаев он вырабатывает ее с тренером, именно превозмогая свои пределы. И это достаточно болезненный процесс. И когда люди говорят о том, что мы там хотим заниматься теннисом, пожалуйста, занимайтесь теннисом без проблем, но не лезьте в профспорт. Потому что там, где начнется профспорт, там закончится удовольствие, там начнется работа. И само слово по себе профессиональный, оно основано на слове профессия. То есть там, где вы ступите на линию жесткой конкуренции, там не будет места, естественно, баловству. Это будет работа. И поскольку в спорте стареют очень рано, эта работа начинается с раннего возраста. И тот, кто этого не понимает, не имеет никаких шансов на какие-либо перспективы в профспорте. Подписывайтесь на канал и не старейте на корте. Если вам это видео понравится и вам будет интересно, я могу рассказать о еще одной фигуре, которая уже не будет треугольником, которая станет квадратом, как меняется система взаимоотношений, если в нее добавляется спонсор. И как начинает эта фигура работать по-другому. А именно, кто нашел деньги, родитель или тренер. Как с точки зрения того, кто нашел деньги, уже влияет это на всю создавшуюся фигуру, как меняется система взаимоотношений. Пожалуйста, покажите реакции, и мы сможем сделать вторую часть этого видео. Не старейте на корте. Пока.